После революции 1905 года Александровский дворец становится постоянной резиденцией Николая II и любимым местом жительства его семьи. Время было неспокойное, поэтому в подвале дворца под спальнями царя и царицы постоянно дежурили офицеры охраны, а в покоях были установлены тревожные кнопки. Дежурное помещение соединялось со всеми постами у ограды и городской телефонной сетью. В обширных подвалах дворца по площади помещения, превосходящих первый жилой этаж, ежедневно находилось с учетом охраны около 200-250 человек обслуги. В 1917 году императорская история дворца завершилась. Именно из него после томительного домашнего ареста 1 августа 1917 года царская семья была отправлена в ссылку в Тобольск, откуда им было уже не суждено вернуться. Осмотр начинается с зала Большой библиотеки. До войны здесь хранилось более 25 тысяч томов книг. Все книги были вывезены в Германию. После в России удалось вернуть лишь 4-ю часть коллекции. Сейчас в обоих залах Большой и Малой библиотек хранится около 5000 книг. В помещениях установлены реставрированные книжные шкафы, отреставрирована отделка из мрамора и паркет. Следующий зал – угловая гостиная. Первоначально угловой зал входил в парадную анфиладу, созданную Джакомо Кварнеги, а после реконструкции, после восшествия на престол Николая II, относился уже к личным апартаментам императора. Хоть и не утратил своей парадности, здесь часто принимали почетных гостей и дипломатов, внутренняя отделка практически полностью была утрачена в годы войны. Ее восстановили, а вот предметы мебели были переданы из других резиденций. Их искусно подобрали по стилю и расцветке. Один из самых ценных интерьеров Александровского дворца – кленовая гостиная. В отделке использован серый клен, мебель антресоли, благодаря которому она имеет такое название. Изначально здесь находился концертный зал. При перестройке в 1902 году обустроенную здесь гостиную соединили антресолями с парадным кабинетом Николая II. Благодаря им Александра Федоровна могла тайно присутствовать на встречах мужа. Кленовая гостиная относилась к жилым покоям императрицы, здесь часто играли дети, проводились личные встречи. Комната была наполнена большим количеством живых растений. Экспозиция переходит в палисандровую гостиную. Предметы мебели и двери сделаны из тропического дерева палисандр. Больше всего времени в этой гостиной Николай II с женой проводили в самом начале своей жизни во дворце. Чаще завтракали и обедали. Во дворце не было отдельной столовой. Стол накрывали в помещении по их выбору. В палисандровой гостиной хранится большое количество памятных вещей, фотографий. Есть здесь также 2 телефонных аппарата. В военные годы один из них соединял дворец со ставкой вермахта. Яркая, легкая, сиреневая гостиная Александры Федоровны, в интерьерах которой использовали ее любимый цвет. Есть мнение, что для обозначения цветовой гаммы новой гостиной императрица вручила архитектору ветку сирени. В этой комнате семья проводила большую часть времени. Настоящая семейная комната. Из гостиной
Мы попадаем в личную спальню императрицы. Именно здесь родилась первая дочь императорской четы Ольга. В оформлении стен, предметов мебели и даже оконных и дверных проемов использовался английский чинс. Одна из загадок этой комнаты – сейф, который был вмонтирован в одну из стен, о существовании которого узнали только после войны. Его обнаружили вскрытым. Кто и когда нашел этот сейф, случайно ли и почему-то указанию он был открыт, неизвестно. Последняя комната в череде комнат Александры Федоровны, Свитская, соединенная лестницей с помещениями детских комнат на втором этаже. Здесь выставлены детские игрушки. Сведения об оригинальном убранстве помещения не сохранилось. Его восстановили, сохранив общий стиль начала XX века. Здесь установлен экран, на котором показывается хроника семьи Николая II. Рабочий кабинет. Стены этой комнаты были окрашены в темно-красный цвет. В нижней части облицованы панелями и оборудованы встроенными книжными шкафами орехового дерева, где располагалось примерно 700 томов личной библиотеки императора. Здесь Николай II проводил большую часть своего времени, работал с документами, принимал посетителей. На знаменитом диване оттаманки, обитым персидским ковром, царь иногда оставался ночевать. Отделка рабочего кабинета Николая II была уничтожена в годы Великой Отечественной войны. Теперь здесь воссозданы ореховые панели и встроенная мебель, ковры и портьеры. Основой для реставрации и воссоздания интерьеров Александровского дворца стали многочисленные дореволюционные фотографии, сделанные членами царской семьи, автохромы 1917 года и более поздние снимки 30-х годов XX века. Сохранены все подлинные элементы исторической отделки. Мавританская – это комната на половине императора, которая следует за камердинерской, была, выражаясь современным языком, домашним фитнес-центром. Следивший за своей физической формой царь мог здесь воспользоваться турником, заняться силовой подготовкой с помощью гирь, гантелей и эспандеров, а также поплавать в бассейне вместимостью в 1000 ведер воды. Комната, что следует из названия, была выполнена в мавританском стиле. Интерьер парадного кабинета императора тоже выполнен в стиле модерн, но в более мужском, то есть строгом варианте. Отделка помещения, в отличие от кленовой гостиной царицы, неплохо сохранилась до наших дней. Это и обшивка стен красным деревом, антресоль и ведущая на нее лестница. Деревянное же оформление потолка с латунными накладками. Здесь проходили различные совещания, в том числе и заседания Совета министров, прием послов и делегаций. Камердинерская. При Николае II здесь было две комнаты. В одной хранились вещи императора, во второй постоянно находился слуга. На полу комнаты лежит оригинальный ковер, служивший Александровскому дворцу. Ковры сохранились благодаря тому, что в них заворачивали хрупкие экспонаты при эвакуации. Зал с горкой – уникальный для петербургских дворцов интерьер с аттракционом. Все представленные интерьеры в Александровском дворце наполнены множеством деталей и вещей, что дает возможность хорошо почувствовать атмосферу начала XX века и понять, чем и как жили последние представители царской фамилии в России.